Друзья, всем, кто интересуется историей компьютерных игр, наверняка будет интересно узнать о взломе игр для Spectrum. Делалось это не всегда потехи ради, а в большинстве своем для облегчения прохождения игр и требовало усердия, крепких нервов и хоть каких-то умственных способностей. Далее в этом видео я попытаюсь объяснить, зачем это делалось и вообще зачем это делал именно я. Сразу скажу, что дело это было не таким сложным, как кажется некоторым. Нужно было всего лишь понять, по каким принципам строится игровая программа для Spectrum и что, собственно, с ней нам нужно сделать. Скажу больше, большинство хакеров вообще не были дипломированными программистами, а всего лишь были обычными юзерами, которые желали изменить нужные программы. И вот в процессе этого изменения наш взломщик сталкивался с несколькими видами защиты, которые ему нужно было еще преодолеть. Это можно сравнить с ограблением банка или с побегами из тюрем, где нужно проявить изобретательность и находчивость. Не всегда все эти типы защит присутствовали, конечно же, одновременно, поэтому частично задача облегчалась. Нужно понимать, что фирменные игры почти все были защищены изначально. Обычно это была защита от копирования. То есть игру нельзя было просто так взять и скопировать с помощью программы копировщика. И вдобавок игра могла спросить пароли из фирменного мануала при запуске. Это была стандартная процедура для многих компьютеров тех лет. Но к нам в бывший СССР игры попадали все уже взломанными через третьи страны, и поэтому такая защита нас беспокоила мало. И игры легко копировались геймерами друг у друга. Поэтому хак заключался обычно в изменении игр в нужную нам сторону, то есть вставлении бесконечных жизней, бессмертия и так далее. Вполне справедливый вопрос. Кто-то может подумать, вы что там совсем играть что ли не умели? Зачем взламывать игру, да и какой интерес играть в режиме позорного читера? Суть в том, что в те времена сохранение в играх, без которого сейчас не обходится ни одна игра, попросту отсутствовало, понимаете? Нельзя было сохраняться. Самая главная особенность, прошу обратить внимание, игры того периода были гораздо сложнее нынешних. Это подтвердит вам любой геймер 80-х или 90-х годов. Например, вас неприятно удивить сложность в игре DayZ 1. При этом она, конечно же, не регулировалась, несмотря на то, что вам давалось какое-то количество жизней. Во второй части игры DayZ 2 у вас гораздо меньше противников, и игра как бы кажется более легкой, но при этом вам дается всего лишь одна жизнь. И после смерти вашего героя вам придется заново проходить эту долгую и интересную игру. Например, вы попали в воду без акваланга, все, придется начинать заново. В игре Dendare у вас будет бесконечное количество попыток, то есть можно умереть хоть миллион раз, и может показаться, что вы даже бессмертны. Это так, но оказывается, что на прохождение вам дается 10 минут, и с каждой потерей жизни, это время дополнительно уменьшается. В игре Spy Hunter вы можете умирать сколько угодно, но только первые несколько минут. Дальше вам дадут лишь 2 жизни. А в таких сложных играх с большими лабиринтами, типа Head Over Heels, вам явно не хватит даже изначальных 10 жизней. Поэтому был популярен такой взлом, как вставление бессмертия для вашего персонажа. А если это не получалось, увеличение количества жизней до максимально возможного. Для этого изменялось значение ячейки памяти в нужную сторону с помощью команды Poke. Приведу классический пример, на самом деле все было просто. Вот смотрите, количество жизней практически любой спектрумовской игры прописано в ячейке памяти в виде обычного числа. К примеру, ячейка под адресом 24567, и ее значение являлось 3, то есть персонаж в игре имел 3 жизни попытки. И вот тут, если мы изменяли значение на 0, у персонажа в игре появлялись бесконечные жизни, потому что программа сходила с ума и не была рассчитана на такой трюк. Кто-то из вас спросит, а откуда же взять и адреса этих ячеек? Наверное, нужно лезть в машинный код. Да, это так, но для этого явно нужно быть программистом. Но ведь, как говорится, мир не без добрых людей, и такие адреса печатались в отдельных книжках, журналах и так далее. Эти адреса находились другими хакерами и программистами, а игры тестировались именно на предмет взлома. К слову, на Спектруме некоторые игры были настолько сложными, что даже с установлением бесконечных жизней игра все равно была невероятно трудной для прохождения. Лично мне запомнилась игра Blade Warrior от Codemasters. В игре очень красивая для своего времени графика, отличный звук, включая цифрованную речь, плавная анимация, и при этом ваш скилл должен быть, не знаю какого уровня, чтобы хоть просто продвинуться в соседний экран. Также мега трудной была игра Cauldron 2, но это отдельная история. Кстати, в YouTube есть полное прохождение этой игры до конца, при этом игрок потерял всего лишь несколько жизней. Иными словами, он играл как бог, но для этого нужно быть игроком 80 уровня как минимум. Первые игры для Spectrum часто были написаны на Basic, и их взлом не представлял никаких сложностей. Достаточно было остановить программу после запуска, нажать комбинацию клавиш Ctrl плюс Break, и все, весь текст программы был перед тобой. Первой защитой против подобного была блокировка от этого нажатия, и программа обычно просто зависала при какой-то попытке. Все, можешь перезагружать компьютер или выбросить даже его в окно, ничего не поможет. Но через пару лет игры уже писались, как правило, на машинных языках, таких как ассемблер. Поэтому при привычном нажатии Ctrl Break ничего не происходило, а программа продолжала работать как обычно. Структура таких игр состояла из нескольких блоков, идущих друг за другом. Первым шел так называемый загрузчик. Это короткий блок, как правило, написанный на Basic. Далее шла заставка-картинка. После шли еще 1 или 2 блока данных самой игры. И после окончания загрузки программа обычно стартовала автоматически.
Возникает вопрос, когда нужно было изменять значение ячейки памяти? Дело в том, что делать это надо было уже после того, как программа будет загружена в память спектрума, но при этом еще не запущена. Поэтому наиболее часто использовавший способ был такой. Мы вносим изменения в текст начального загрузчика, но в последний момент она сама как бы вносит изменения в ячейки, потому что мы изменили загрузчик, и запускается как обычно. Лично мне также приходилось убирать защиту, оставленную после других хакеров, таких как знаменитый среди спектрумистов Билл Гильберт. Об этом я расскажу чуть ниже. Да, я не говорился, этот хакер дополнительно защищал взломанную собой же программу, то есть самый первый блок-загрузчик. Дело в том, что данный хакер создавал загрузчик собственного типа. Обычно он выглядел примерно вот так. Это черный экран с надписью Cracked by Bill Gilbert. Зачем хакеру дополнительно защищать игру? Вот вы хотите спросить. Мое мнение, это делалось только для того, чтобы другие хакеры не могли вставить собственную надпись или логотип. Но проблема в том, что этим самым он как бы лишал возможности попасть в загрузчик другим пользователям, которые хотят, например, ставить бесконечной жизни. Билл Гильберт устанавливал защиту загрузчика от нажатия комбинации клавиш Ctrl-Break, и при попытке попасть в загрузчик программа, конечно же, зависала. Однако я смог обойти эту защиту таким образом. Делалось это элементарно. Мы вводили команду merge и ждали, пока программа не загрузится в память. И самое главное, после загрузки не надо было ничего нажимать, а программа как бы сама снимала защиту с загрузчика. Но узнал я об этом способе, конечно, не сразу, и по незнанию приходилось всячески извращаться. Сейчас я расскажу, наверное, о самом забавном взломе игры, защищенную Биллом Гильбертом. Итак, игра Airwolf 2. Динамичный горизонтальный скролл-шутер. Заходил я достаточно далеко, но жизни все равно не хватало. Узнав адрес ячейки из специальной книжки, ломал голову, как же остановить программу. При этом загрузчик изначально был защищен нашим другом Биллом Гильбертом. И вот я додумался до такого. Высчитал время загрузки игры с кассеты, включая даже секунды. Представляете? И в следующий раз, когда программа уже почти загрузилась, остановил магнитофон. Все, до полной загрузки, так сказать, и автозапуска мне не хватило буквально нескольких секунд, что мне и было нужно. При этом программа сама вывалилась в загрузчик, оставалось только ввести, так сказать, адрес ячейки и значение и запустить ее командой randomize USR, которую я увидел внутри загрузчика. Увидев, что у моего вертолета теперь бесконечной жизни, я с радостью смог пройти игру до конца. И главное, увидеть боссов в игре. Конечно, игра немножко недозагрузилась, и в игре было несколько таких незначительных артефактов, которые, никак не повлияли на сам геймплей. Но был еще один популярный способ взлома игр. Существовала специальная программа-копировщик под названием Copy. Она позволяла загружать в себя игровые программы с защитой от копирования и делать копии на ленту. Но самое главное, внутри программы был простой интерфейс, с помощью которого можно было вносить изменения в ячейки памяти с помощью той же самой команды poke. А попросту говоря, вставлять бессмертие для вашего персонажа. И этой программе было все равно на всякие, так сказать, изощренные защиты от программистов или хакеров типа Билла Гильберта. У современных геймеров наверняка возникнет вопрос, а зачем нужны были эти танцы с бубном? Неужели нельзя было просто ввести специальные встроенные чит-коды, которые есть, наверное, на любую игру? Ребята, конечно же, такие коды были, но, к сожалению, о них было мало информации. Интернета у нас не было, и не всегда коды давали нужный результат. А мне пора попрощаться с вами и поблагодарить за внимание.